Привет, друзья! Сегодняшний ролик будет целиком и полностью посвящен непосредственному заполнению визовой анкеты для получения визы в Великобритании. Я не буду очень много останавливаться на пакете документов, которые нужны для британской визы. Об этом я достаточно подробно рассказала в нескольких статьях на сайте «Середина лета», и ссылочки я оставлю вам внизу. Ну а сегодня мы посмотрим именно на саму анкету в процессе ее заполнения. Я категорически не рекомендую относиться к этому вопросу из разряда «сейчас быстренько». Отведите себе час-полтора, а то и два спокойного времени, чтобы вам не досаждали дети или работа, или что-то еще другое, для того, чтобы вдумчиво и внимательно ответить на все вопросы, поскольку точность этих ответов на вопросы, именно ваша точность, и будет решающим в принятии решения визовым офицером. Ну а сейчас я отключаю свое видео, переходим к записи экрана и будем непосредственно заполнять визовую анкету. Но перед этим не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал «Середина лета». Итак, мы находимся с вами на официальном британском сайте Visas Immigration Service Gov.uk. И сначала проделаем подготовительную работу для заполнения анкеты. Первым делом мы выберем наш родной язык. Я выбираю русский и выбираю категорию визы. Наш ролик будет касаться стандартной туристической визы. Она же, в принципе, подходит для транзитной визы. То есть вот этой самой первой простой категории. Продолжаем. На этой страничке нас предупреждают о том, что заполнять анкету мы должны будем на английском языке, но вопросы некоторые могут быть продублированы на двух языках. Конечно, мы выбираем эту опцию. Дальше выбираем свое местонахождение. Если вы находитесь в стране своего проживания, тут понятно, мы тогда выбираем Украину. Но если, например, вы подаете на визу из другой страны, это возможно, тогда вам нужно будет указывать ту страну, в которой вы находитесь и в которую вы сможете подъехать в визовый центр этой страны. На этой страничке нас как раз и предупреждают, что не каждая страна имеет визовые центры. Нам нужно проверить, есть ли он в Украине. В Украине он есть, в Киеве, он работал бесперебойно всю эпидемию. Но если вы находитесь, например, там, я не знаю, в Буркина-Фасо, например, то в нем визового центра нету, и в таком случае вам нужно будет выбирать Гану. Мы ставим галочку о том, что мы проверили доступные биометрические центры. Сейчас я не буду уже на этом останавливаться, они нам не нужны. И согласны приехать в визовый центр, находящийся в этой стране. Последняя страница, на которой у нас вся информация о том, что мы должны сделать, прочитать, посмотреть, прежде чем начинать. Что тут важно? Для получения стандартной туристической визы в Великобритании на срок 6 месяцев ничего. А если вы подаете на визу большего срока, то тут вас предупредят о том, что нужно будет прикрепить к документам тест на туберкулез и отдельно подать заявку на получение биометрического вида на жительство. А также вас предупреждаю, что вы можете выйти и вернуться для продолжения анкеты, и что через 25 минут неактивности система вас выкинет. Ну, если мы готовы, стартуем. Начинаем мы со стартовой страницы, и здесь мы будем видеть прогресс заполнения, поскольку весь процесс разделен на разделы. Старт, к которому мы сейчас подошли, Application, Documents, Declaration, Pay и дальнейшие действия. Стартовая страница сейчас в январе 2022 года предупреждает о том, что срок получения визы затянут из-за ковида. Моя информация подтверждает это. Если ранее виза была готова за 3 недели, сейчас сроки растянуты и иногда растянуты до 1,5 месяцев. И срок считается не с даты заполнения анкеты, а с даты посещения визового центра и сдачи биометрии. Ну и на этой страничке нам предлагают создать кабинет своей анкеты, чтобы к ней мы могли вернуться, к ее заполнению, поскольку анкета большая и, возможно, вам именно это и придется сделать. Итак, тут мы заполняем адрес электронной почты.
И создаем пароль. Дальше мы должны показать, что этот адрес принадлежит лично нам, да, мне. Имеете ли вы другой email адрес? Я предпочитаю оставить нет здесь и продолжим. Наш телефонный номер. Телефонный номер крайне важная штука, их можно добавить будет несколько и указать, что номер можно использовать, когда вы находитесь в Британии или когда вы находитесь за ее пределами. Я указываю один мой стандартный мобильный номер для обоих вариантов и указываю, что это именно мобильный. Номер записываю в формате без плюса. Ну, например, и указываю, что я могу использовать его как в Британии, так и вне ее. Это мой мобильный номер. Сохранить. Если у вас еще телефонные номера, если надо, добавляйте. Будете ли вы доступны и как будете доступны по этому телефону? Предлагаю вам написать сразу, что вы будете доступны и для звонков, и для СМС, поскольку если вы выберете любой другой вариант, вам нужно будет пускаться в длинные объяснения, почему вы не будете доступны для СМС или для звонков. Итак, дальнейшее наше имя. Допустим, меня зовут Юлия, и мы записываем те данные, которые у нас в загранпаспорте. Именно в том загранпаспорте, в котором вы планируете получать визу. В дополнение к именам, которые мы уже сообщили, были ли мы когда-либо известны под другими именами. Это касается всех, особенно тех, кто выходил замуж и менял фамилию. Мы все равно будем подавать в списке документов, подтверждающих свидетельство о браке, разводе, вдовстве, поэтому предлагаю здесь не врать и указать другие имена и фамилии, которые у нас были. Имя у меня было то же самое, фамилия у меня, например, была там какая-нибудь Шевченко. Более других имен у меня не было, я ставлю нет. Наш пол и статус отношений. У меня это женский пол. Статус мы можем выбрать. Не забывайте, что ваш выбор должен быть отражен в пакете документов потом. То есть, если вы женаты, разведены, вдовцы или живете раздельно, то у вас должны присутствовать документы о вашем статусе. Ну и еще обратите внимание на то, что гражданский брак – это светский брак, оформленный брак. То, что мы называем гражданским браком, это партнер unmarried. Такое партнерство документов не требует. Продолжаем. Страница вашего домашнего адреса. Заполняем его от малого к большому, от квартиры до страны. Ну, например, апартамент 45, дом 26. Адрес я взяла любой, я думаю, принцип вам понятен. Мы должны подтвердить, что этот адрес можно использовать для того, чтобы сконтактировать с вами, включая время после того, как решение будет принято. Да. Как долго вы живете по данному адресу и на каких основаниях? Вы можете владеть этой собственностью, снимать ее или указать свои иные обстоятельства. Например, если вы прописаны и проживаете в квартире родителей, так и напишите I live with my parents in apartments that is their property. Ну, допустим, я владею квартирой и живу в ней 7 лет.
Далее открываем наш заграничный паспорт и прописываем номер паспорта. Место выдачи у нас в загранпаспорте прописано place of issue в виде 4 цифр. Мы можем указать эти 4 цифры, либо можем указать город, в котором нам был выдан загранпаспорт. Дата выдачи. Какая у вас? Дата истечения срока. Обычно загранпаспорта выдаются на 10 лет. У детей срок действия паспорта обычно 4 года. Your Identity Card. У британцев их паспорт находится в виде карточки. У нас же паспорт может быть как в виде карточки, так и в виде книжечки. Но в любом случае это паспорт, и мы указываем, что он у нас есть. Действующий национальный паспорт. И указываем его номер. Если это книжечка, то он будет выглядеть там точно так же. Серия и номер. Опять у нас есть место выдачи паспорта. Также можем написать область. Город или район. Дата выдачи. Если у вас паспорт в виде книжечки, то у вас нет даты окончания паспорта, и мы оставляем это поле пустым. Если же у вас ID-карта, она имеет срок годности, значит, соответственно, мы ее заполняем. Страничка гражданства. Здесь нас просят указать наше гражданство, страну рождения. Страну указывайте современную. СССР нам не проходит. Родились на территории России, значит Россия. Родились на территории Украины, значит Украина. И мы можем указать конкретный город. Особенно хорошо, если он совпадает с городом, с местом рождения, прописанным в вашем загранпаспорте. У меня, например, в загранпаспорте прописана Россия. Ну, я предпочитаю указать конкретный город моего рождения. И дата рождения. Следующая страничка. Нас спрашивают о том, что наше гражданство сегодняшнее менялось ли когда-либо раньше. У меня оно не менялось, хотя я родилась еще в СССР. В таком случае я ставлю нет. Если оно у вас менялось, то вас попросят указать иное гражданство, какое оно было, сколько времени оно продолжалось. И указать галочкой, если вдруг у вас до сих пор имеется двойное гражданство. Вот сейчас на этом месте я вам покажу еще момент, когда вы можете вернуться и исправить какие-то ваши ответы. Вот наши все ответы есть. Я хочу сейчас отредактировать, что у меня не было другого гражданства. И в таком случае мне не придется заполнять поле по нему. Далее мы переходим к разделу, подразделу Application трудоустройства. Итак, наш рабочий статус. Работаю на себя, это все ФОПы, студент на пенсии или безработный. Обратите внимание, что здесь мы можем выбрать несколько статусов. Например, вы и трудоустроены, и работаете на себя. От выбора статусов будет зависеть список дальнейших документов и вопросов, которые вы предоставите в подтверждение статуса. Для официально работающих вам понадобится письмо работодателя в свободной форме на официальном бланке о вашей должности, стаже работы, среднемесячной зарплате. Супер, конечно, если письмо будет содержать сообщение о сохранении рабочего места на время поездки в Великобританию. Для предпринимателей, то есть если вы работаете на себя, вам понадобится выписка из госреестра о государственной регистрации. Вы можете добавить выписку из реестра плательщиков единого налога или НДС. Для студентов вам понадобится письмо из образовательного учреждения на бланке, подтверждающее зачисление на курс и отпуск. Ну и ксерокопия студенческого билета, зачетные книжки, например, тоже. Для школьников справка из школы, письмо родителей, опекунов, свидетельство о рождении. Для пенсионеров выписка из пенсионного фонда
и пенсионное удостоверение. Ну и следующие вопросы будут различаться в зависимости от вашего рабочего статуса. Если вы укажете «работаю», то вас попросят заполнить данные о вашей компании, ее адрес, номер телефона работодателя, дату начала работы в компании. И на следующей страничке потом название должности, чистый доход в месяц и краткое описание вашего функционала на английском. Ну вот, например, посмотрим. Мы тут записали адрес, город. Телефон работодателя и время поступления на работу. И вот данные о вашей должности. Например, вы бухгалтер. Ваш ежемесячный доход за вычетом налога. Это то, что вы получаете на руки. Вы можете указать как в фунтах, так и в гривнах. Ну и буквально коротко, в 250 знаков уложите описание, в чем заключается ваша работа. Так как я выбрала сразу и официальное трудоустройство, и работа на себя, у меня вопросы по работе на себя, самозанятости. Где и кем вы работаете? И наш годовой доход на этой работе. Обратите внимание, вы будете предоставлять декларацию, последнюю или, возможно, даже две, этого года и прошлого года, которая покажет ваш годовой доход на работе. Желательно, чтобы эти цифры совпадали. У студентов, безработных и пенсионеров в этом разделе по поводу трудоустройства ничего не спросят. Можем посмотреть это, отредактировав ответ «Работаю на себя». Например, я студент. И предыдущих вопросов не будет. Будет уже общий вопрос, который следующим является для всех. И это подраздел «Доходы и сбережения». Мы можем указать, первое, источник другого дохода. У вас могут быть постоянные поступления от родственников, денежные, какие-то пенсии, инвестиции, дивиденды, другой доход. Если это другой доход, то вы сможете его прописать, откуда он. Например, вы получаете 5000 гривен каждый месяц, и у вас еще есть сбережения. Ваше денежное накопление в фунтах, например, у вас 1000 фунтов. Единственное, что все те цифры, которые вы здесь указываете, должны быть отражены как-то в ваших банковских выписках. То есть, если вы указали, что у вас есть денежное накопление, но показали остаток денег на счету, на котором их нет, то, естественно, вы скажете неправду. Поэтому обдумывайте внимательно, что вы тут пишете. Или, например, у меня нет никаких доходов и сбережений. Далее вопросы о стоимости вашей поездки. Здесь хотят знать всю вашу калькуляцию, включая авиаперелет. И эта сумма точно будет сравниваться с остатком средств на счету, так как считается, что вы не должны покупать авиабилеты до получения визы. Это Британии рассматривается как давление на визового офицера, и руководство отдельно прописывает предупреждение не прикладывать авиабилеты и брони отелей к сопроводительным документам, разве что только к транзитной визе. Итак, я, например, знаю, что моя поездка обойдется мне, включая авиаперелет, 1500 фунтов. Далее вопросы о вашем финансовом положении. И первый вопрос – сумма ваших ежемесячных расходов. Постарайтесь, чтобы она была реальной. Чем больше разница доходов и расходов, тем, конечно, лучше. И ясно, что вам не поверят, если вы укажете, что тратите $100, или наоборот, больше вашего ежемесячного дохода.
подспорье соедините свою квартплату, расходы на бензин и примерные продуктовые затраты, умножьте где-нибудь на 1,3, 1,5. Это если надо вот скромно. Получится сумма, ну, не менее 250-300 фунтов. Но она, поверьте, должна быть просто реальными вашими расходами. Оплата поездки. Принимает ли кто-то участие в оплате вашей поездки? Здесь вы можете указать, что да, и тогда указать, кто именно является спонсором вашей поездки. Я возьму этот случай, потому что он сложнее. И теперь тогда нам надо указать, кто именно несет расходы по нашей поездке. Это все. Компания, если оплачивает вам проживание или билеты, спонсоры в вашей стране или те, кто приглашают вас в гости. Тут важно, что каждый ответ должен быть подкреплен потом документами в пакете сопровождающим. Если это спонсоры, то их письмом и данными уже их банковских счетов. Если компании, то помощь должна быть указана в письме работодателя или приглашающей компании. В любом случае вам потребуется указать данные спонсора, сумму, которую они выделяют на вашу поездку, и коротко описать причину, почему они вам помогают. Именно коротко, не более 500 знаков. Итак, в моем случае, например, это были те, кого я знаю. И тогда мне нужно будет написать их имя, фамилию, адрес. У меня, например, это друзья, которые проживают в Британии, поэтому это будет британский адрес, возьмите у них. Сейчас я укажу уже что-нибудь. Сколько денег они выделяют на мою поездку? И вот здесь вот написать короткое описание, почему именно они помогают мне ее оплачивать. Я в своей последней анкете, например, писала, что еду к ближайшим друзьям, что мы дружим более 30 лет и нас многое связывает. Мы любим путешествовать, постоянно общаемся, из-за ковида мы долго не виделись, и поэтому друзья приглашают меня в гости и согласны участвовать в расходах во время моего пребывания в Великобритании. Это же они написали в своем письме приглашения, которое я приложила в сопроводительные документы. У вас, конечно, будет текст иной, главное, чтобы он был короткий и правдивый. Я мечтала увидеть Лондон, и папа подарил мне поездку на день рождения. Ну, почему бы и нет. Или компания оплачивает мне поездку на выставку или конференцию для налаживания деловых связей. Почему бы и нет опять же. Обстоятельств может быть сотни, все они легальные, главное, пишите правду. Спонсор вашей поездки может быть не один. Если хотите, добавляйте еще каких-то спонсоров. У меня дальше нет. Продолжаю. Перехожу к планам нашего путешествия. Первый вопрос о датах, когда вы планируете приехать и уехать. Еще раз помните, что Великобритания на самом деле хочет что? Чтобы вы приехали, потратили у них деньги, поскорее уехали. Поэтому не пишите сроки планируемого пребывания на все полгода. Они должны соотноситься с вашими конкретными планами, о которых вы уже написали и еще напишите. Не может уикенд или конференция длиться 3 недели, как и туристическая поездка не может продолжаться 2 месяца. Даже если вы планируете мотаться туда-сюда, описывайте цель вашего первого планируемого пребывания. Его не нужно будет доказывать совпадением дат, так как вы не обязаны покупать билеты до заполнения анкеты, до получения визы. То есть ваши даты здесь могут быть приблизительными. Так, далее нам сообщают, что могут захотеть поговорить с нами о нашей анкете. Мы можем указать предпочтительный для нас язык, но нам не гарантируют, что переводчик может быть предоставлен, и нам все равно может потребоваться говорить по-английски. Хотя, в принципе, туристическая виза не требует от посетителей обязательного владения языком. Но указать мы можем, указываем. Какова основная цель вашей поездки в Великобританию? Указывайте, пожалуйста, свою.
Но здесь пути наши с большинством виз расходятся. Я хочу несколько слов сказать для транзитных виз, пока мы пойдем дальше. Потому что именно в этом месте у нас для транзитных виз будут свои дополнительные вопросы. Транзит в Великобританию без визы для украинцев возможен только при условии наличия транзитной зоны в аэропорту. А таких аэропортов всего 3. Это Гетвик, Хитроу и Манчестер. Второе условие – единый билет для перелета, в котором у вас есть транзит, так как отдельные билеты потребуют от вас прохождения паспортного контроля, для того, чтобы выйти, забрать багаж и зарегистрироваться снова. Третье. Дата прилета и вылета должна совпадать. Даже если вы прилетели в 23:55, а вылет дальше у вас в следующую календарную дату, такой транзит уже не подходит. Ну и четвертое. Все лоукосты откажут вам в посадке на борт без визы. Во всех иных случаях транзит ваш будет визовый, поэтому вы и заполняете, наверное, эту анкету. Если вы подаете на анкету на транзитную визу, анкета дальше спросит вас, когда, чем, в какой аэропорт вы прилетаете и улетаете. Вам нужно будет предоставить доказательство, что вы покинете страну в течение 48 часов. Также вас попросят указать страну конечного следования, причину вашей поездки. Ну, давайте посмотрим на это. Например, это у нас все-таки транзит, потратим 2 минуты. Какая главная причина вашего транзита именно через United Kingdom? Для того, чтобы выйти за пограничный контроль UK и покинуть страну в течение 48 часов. Нас сразу предупреждают, что мы должны доказать по прибытию в UK, что мы покинем страну именно через 48 часов, иначе нас не впустят. И мы должны указать аэропорт прибытия, куда мы планируем прилететь, с какой авиакомпании. Если мы знаем уже номер рейса, можем указать здесь номер рейса. Из какого аэропорта мы покинем Великобританию, улетая дальше. И все то же самое. В какую страну мы путешествуем из Великобритании, потому что это может быть, допустим, визовая страна. Мы летим туда с целью туризма. Почему мы выбрали именно такой маршрут, чтобы транзит проходил через United Kingdom? Ну, например, это самый быстрый путь в нашу домашнюю страну. Или это самый дешевый путь в какую-то страну, в которую вы летите. Запишите это. Имеете ли вы действующую визу или разрешение на проживание в той стране, куда вы путешествуете? Если вы летите, например, во Францию, вам не нужна ни действующая виза, ни разрешение на проживание. Вы можете даже поставить здесь «нет». И последнее, вас спрашивают, будете ли путешествовать вы обратным транзитом также через Великобританию. Если да, то вам нужно будет указать всю ту же самую информацию, какую авиалинию, через какие аэропорты. Ну, а мы возвращаемся к туристической визе. Исправим здесь цель. Транзит на туризм. И пойдем дальше по вопросам туристической визы. На этой страничке нас просят уточнить главную цель именно нашей поездки. Чистый туризм, посещение семьи своей или родственников и посещение друзей. Ну, например, я еду посещать друзей и выбираю. На этом этапе нас просят коротко расшифровать детали главной цели путешествия. Напомню, что в сопроводительных документах вы можете приложить план вашей поездки, и в принципе это рекомендовано сделать. Даже без конкретных бронировок, которые вы еще не купили, вы должны уже иметь в виду, в каких отелях, в каких местах вы собираетесь останавливаться, какие мероприятия планируете посетить, или приложить приглашение от семьи и друзей в Британии. То есть вы цель расшифруете, а сейчас нужно лишь кратко ее описать. Например, там, еду в гости к друзьям, которые живут в Лондоне. Если не будет карантина, хотим посетить Корнуолл, погулять по Лондону и покататься на Лондон Ай.
Или там я еду с целью посетить конференцию такую-то, но у меня будут запасные дни, и я хочу посмотреть Стоунхендж. Для этого я планирую арендовать машину в Лондоне. Или я запланировал на 3 дня остановиться в Лондоне в отеле Ritz, потом перелететь в Эдинбург, чтобы 10 дней посмотреть Шотландию. В Эдинбурге планирую арендовать лодж по адресу, который нашел на Airbnb. То есть не нужно бронировок, но план должен быть. В анкете лаконичный, а в сопроводительных документах более развернутый, ну, приблизительно хотя бы А4 страничку он должен занимать. Далее вопрос совпадает и с транзитной визой, и с туристической. Есть ли у вас кто-либо, находящийся на вашем иждивении, которые нуждаются в вашей финансовой помощи? Это могут быть дети до 18 лет, могут быть дети даже старше, если они проживают с вами, дети, за которыми вы обеспечиваете присмотр, или, допустим, старшие родственники, которые нуждаются в вашей поддержке. Этот вопрос не спрашивает нас о том, едут ли эти наши родственники, наши люди, находящиеся у нас на иждивении, с нами в поездку. Для них каждый будет заполнять свою отдельную анкету. Мы просто их указываем, что они фактически наш якорь в этой стране. И если мы указали «да», мы заполняем данные по именно этим людям. Например, папа. Указываем, проживает ли человек с нами в настоящее время и едет ли он с нами в Великобританию. Если нам нужно кого-то еще добавить, мы это можем сделать. Нет, значит нет. Далее вопросы о наших родителях. Здесь мы должны будем дважды заполнить одну и ту же информацию. Сначала об одном родителе, потом о другом. Если у вас нет данных про обоих родителей, вы поставите галочку, что у меня нет данных. Тогда у вас пропадут оба поля, и мать, и отец. Если у вас есть данные про одного родителя, мы заполняем про того, которого знаем. Дата рождения. Имели ли они всегда одно гражданство? Опять, СССР мы в этом вопросе не учитываем. Если же гражданств было несколько, вас попросят указать гражданство, их гражданство на тот момент, когда вы родились. В данном случае, если вы не знаете, информации нет про одного из родителей, вы можете здесь поставить галочку. Если нет, то заполнить все поле. Далее у нас следует подраздел о родственниках в Великобритании. Рекомендую тут не темнить, а перечислить всех. Список тут большой будет возможностей. Для каждого потребуется имя, фамилия, данные рождения, данные паспорта и основания, на котором они находятся в Великобритании. Если информация у вас отсутствует, то будет поле для объяснения причин невозможности связаться и уточнить ее у вашего родственника. Ну, давайте посмотрим. Если мы укажем «да», нас спросят, кем они приходятся. И вот тут очень много выбора родственников, как сводные, так и родственники по мужу и так далее. То есть вы пропишете имя, гражданство и укажете, на каких основаниях, каких разрешительных документов они находятся в Великобритании. Допустим, они постоянно проживают в Великобритании, тогда нам попросят указать номер паспорта. Если вы не можете связаться, вам придется описать причину, почему вы не можете связаться. Это вы сделаете, я указываю «нет». Далее, если вы заполняете анкету для несовершеннолетнего путешественника, у нас появятся дополнительные вопросы по нему. Например, давайте сделаем так, что я несовершеннолетний. Я, например, рождена в 2015 году. Вот, и в этом месте у нас будут вопросы для несовершеннолетних.
А в британской визе для лиц младше 18 лет указываются до 2 взрослых, которые могут сопровождать ребенка. Ни с кем другим ребенка на границе не пропустят. То есть вам надо определиться, во-первых, кто едет с вами. Ну, например, один взрослый. Обратите внимание, сопровождающие взрослые, которые поедут в Великобританию, должны быть теми взрослыми, которые указаны в анкете. Если их имена не совпадают, вы не сможете въехать в Великобританию. Итак, кто из взрослых едет с вами? Для выбора сразу будут предложены нам наши родители, которых данные вы уже внесли. Потом нужно будет заполнить дополнительные поля о контактном телефонном номере, адресе электронной почты и номере паспорта. И либо указать, что ребенок проживает с родителями, либо предоставить адрес. В случае, если ребенок едет не с родителями, то выбираем пункт, что я еду в сопровождении другого взрослого. Если человек, с которым вы едете, не является вашим родителем или опекуном, вам нужно предоставить согласие от родителя или опекуна на поездку в сопровождении этого лица. Это согласие вы приложите в сопроводительные документы. Вы должны приложить этот документ к своему заявлению и позже предъявить при прохождении пограничного контроля. И мы предоставляем информацию об этом лице. Первое, откуда мы знаем этого человека. То есть это родственник, оплачиваемая сиделка, другие. Ну, например, другие. Например, мы можем сказать, кто этот сопровождающий. Тренер, учитель. Или там мама моего друга. Ну, давайте, допустим, мама моего друга. Имя как в паспорте, фамилия как в паспорте. Контактный номер телефона. Адрес электронной почты. Номер паспорта. Если вы проживаете с этим человеком, укажите галочкой, потому что ваш адрес уже введен. Если нет, то отдельно укажите еще адрес сопровождающего. Далее мы опять возвращаемся к стандартной туристической анкете как для взрослого, так и для ребенка. Ну а я отменю ответы для ребенка. Далее, вопрос о поездке в составе организованной группы. Организованная группа считается группа кроме семьи или компании друзей. То есть это конкретная туристическая группа, спортивная, рабочая или учебная. Поэтому если вы заполняете сами индивидуально или путешествуете с семьей и друзьями, то ставите здесь «нет». Если же да, то вас попросят написать название этой группы. Поездка с другим человеком. Едете ли вы в Великобританию с кем-то, кто не является вашим партнером, супругом или лицом на иждивении, поскольку такие лица вы уже указали на самом деле. То есть это независимые от вас финансово компаньоны. Ими могут быть финансово независимые родители или финансово независимые дети, а также друзья, коллеги по работе, жених, невеста, то есть кроме официальных партнеров. Если в списке не будет статуса ваших отношений, вы можете выбрать другой, вот здесь, и коротко описать. Но, возможно, это будет кто-то из списка, и вам нужно будет указать его имя, фамилия и гражданство. Так, подраздел «Место проживания в Великобритании». На этом месте у меня сейчас где-то обычно возникает желание выбросить все нафиг, честно. Но мы продолжаем. Раздел достаточно важный. И у нас вопрос хитренький такой. Вы уже сделали необходимое приготовление, связанное с вашим проживанием в Великобритании? Если вы не сделали таких приготовлений, а вы не обязаны на момент подачи анкеты знать точно все ваши данные по датам и адресам, вы можете поставить «нет». И в таком случае появится поле, где до 500 знаков можно расписать ваши планы. Например, я планирую остановиться в отеле в Лондоне и в университетском кампусе в Оксфорде. Но если вы знаете, вы едете к друзьям, например, или какой-то семье, или у вас известны ваши планы, вы ставите тогда «да».
И прописываете имена друзей, или это может быть название отеля, адрес в Великобритании вам уже известный, и приблизительные даты, когда вы планируете приехать и уехать. И мы переходим к следующему разделу, подразделу. В сути, это история ваших путешествий, пока конкретно путешествий в Британию. Были ли вы в Великобритании в последние 10 лет? Например, да. И вы можете указать приблизительное число, если таких поездок было много, например, там 12. Но вам понадобится предоставить информацию о 3 последних визитах. Вот давайте посмотрим. Цель поездки последняя, дата поездки, месяц и год. И как долго она длилась, дни, недели, месяцы, например, она была 3 недели. Снова нам показывает предыдущую поездку. Здесь выбираю месяц, например, я была. И 3 от конца, 3 недели. Если вы декларировали ваше пребывание, то у вас появится еще ряд вопросов. Пользовались ли вы медицинской помощью в Великобритании? Если вы отметите этот факт, что пользовались, анкета попытается выяснить, оплатили ли вы свое лечение и где оно проходило. Помните, что неоплаченный медицинский счет – это почти преступление для британцев. Поэтому я пишу «не пользовались». Имеете ли вы номер британской страховки? Нет. Имеете ли вы водительские права? Британские? Нет. Получали ли вы какие-либо пособия, выплаты от государства в Великобритании? Если вы ответите здесь «да», то выпадет целый список возможных пособий, в котором вы отметите свои, и тогда обязаны будете предоставить банковские выписки о средствах, полученных за последний год. Вот их тут очень-очень много. Но я не получала и отмечать этого не буду. Получали ли вы британскую визу за последние 10 лет? Ну, если вы там были, то, наверное, получали. Поэтому вам нужно будет указать дату выдачи последней визы. Вид на жительство в Великобритании. Обращались ли вы с такой просьбой к правительству Великобритании за последние 10 лет? Думаю, те, кто это делали, этот ролик не смотрят. Но если это так, то надо будет заполнить данные об этом заявлении и результат вашего прошения. Зарубежные поездки. Это в кавычках самый любимый мой раздел, потому что он у меня занимает самое большое количество времени. Так, первый вопрос тут пока совсем даже простой. Указать количество посещений стран из списка Шенген плюс Швейцария, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. После выбора количества, их может быть много, вот ни разу, один раз от 2 до 5 и не менее 6. Даже если вы выберете самое большое количество, вас попросят дать данные только о 2 последних поездках. Например, это шенгенская зона, тогда вам нужно будет указать страну, цель поездки и, внимание, месяц и год поездки. И как долго она длилась. Но это еще просто. Их всего надо 2. С самым простым справились. А вот следующий вопрос касается поездок, кроме вышеназванных стран. И тут вам придется перечислить их все, причем с указанием не только месяца, а вообще точных дат путешествия вплоть до дня. И если честно, я считаю, что это маразм 80-го левела для частых путешественников, потому что сюда попадут все ваши Турции и Египты, весь Ближний Восток с Эмиратами, Израилем, вся Африка, Юго-Восточная Азия, а значит все Таи, Шри-Ланки, Индии, Мальдивы, Сейшелы, Маврикии, Занзибары и так далее. И это, конечно, похоже на издевательство. Но что поделаешь, система тут будет добавлять и добавлять вам поля, пока вы сами не скажете, что все, других поездок больше нет. Помогает сбережение старых загранпаспортов, ну и придирчивое изучение дат на штампах въезда и выезда. Как видите, до дня.
И если мы день не укажем, она будет заставлять и заставлять нас указать эту дату. То есть, если вы не смотрите на штамп в загранпаспорте, то шанс того, что вы соврете, крайне велик. Допустим, стран больше нет, они закончились, слава богу. Сохраняем и продолжаем. Далее вопрос о любых банах и отказах из всех стран, в которых вы когда-либо были. Учтите, что такими базами страны обмениваются. Не знаю, как после Брексита, но ранее европейская база была практически общей. Если вы указываете о таком факте, вас попросят раскрыть суть ситуации, ее дату и дать краткое описание проблемы. Ну вот, например, мы выбираем, что мне отказано было в визе, в какой стране, когда именно и причина или ваша интерпретация короткая событий. Ну, я вернусь и скажу, что у меня не было никаких банов, я чист, красив и здоров. И мы продолжим. Далее совсем уж британский вопрос с просьбой сообщить о любых нарушениях иммиграционных законов Великобритании. Сдайте себя сами и подробно распишите этот факт. Ну, или поставьте «нет». Теперь вас попросят сообщить вообще о любых правонарушениях, погашенных или не погашенных, во всех странах мира. Включены даже штрафы дорожные или за отсутствие страховки. Выбирать их следует по одному и по каждому давать объяснение. Ну вот возьмем, допустим, правила дорожного движения, нарушал когда-нибудь. Если это нарушение правил дорожного движения, мы должны рассказать о последних зафиксированных нарушениях там, в режиме скорости или там, даже парковки, если мы их получили 3 или больше. Ну или если вы не оплатили свои штрафы или на вас было заведено дело в результате этого нарушения, то мы должны будем сообщить и рассказать все подробности. Я ставлю, что нет. Чист, красив, пушист. Нет, у меня этого нет. И перехожу дальше. Далее, по-моему, 3 вопроса совсем таких кошмарных. Были ли вы вовлечены или подозревались в военных преступлениях, геноциде и прочих мерзостях? И надо прочитать, в чем именно они состоят. Мы указываем, что мы прочитали и нет. То же самое касается терроризма. Нет. Все прочитал. Тоже касается экстремизма. Нет. И все прочитал. Эта страничка должна нас повеселить, потому что первый вопрос про угрозу безопасности Великобритании. Могли ли мы быть ее угрозой? Второй, есть ли что-то, что доказывает, что вы вообще просто нехороший человек или диско? И есть ли у вас что сообщить нам, чтобы мы вообще решили, что вы нехороший человек? В общем, хороший я, любите меня, пожалуйста. Далее нам требуется выбрать работы из списка, если вы когда-либо занимались этой деятельностью. Это может быть военная карьера, служба в армии, в правительстве, даже в охранных организациях и в медиа. Если таковые периоды были в вашей карьере, то вам нужно будет указать, например, тут название должности описать, организации, даты трудоустройства, ну, то есть в данном случае звания. Если это медиа, то, например, там должности и даты трудоустройства. Покажите, пожалуйста, всю информацию, опишите коротко, чем вы там занимались. Ну, в моей истории этого не было. Я не занималась такой активностью. Дополнительная информация. Если вы нуждаетесь добавить еще что-то дополнительное в эту анкету, можете написать. На самом деле в этом поле я бы советовала написать о том, что данные ваших путешествий, ваша туристическая история, может быть с приблизительными датами, так как у вас уже нет старых загранпаспортов. Я этим полем пользуюсь именно для вот такого сообщения. Итак, мы подходим к концу, проверяем все наши ответы, мы можем их отредактировать и изменить. И ура, на этом сама визовая анкета заканчивается. И мы переходим в раздел уже, сейчас перейдем, документы. Вот они. На основании наших ответов
система сама предложит нам список доказательств, которые необходимы для сопровождения вашей анкеты. У кого-то их будет больше, у кого-то меньше. Финансы в них будут в любом случае. Но и здесь не будет указано, какие именно документы от вас хотят. Вы сами можете решить, какой документ лучше послужит доказательством. Но на этой страничке вам придется проставить галочки, что вы обязуетесь их предоставить. Иначе дальше вы пойти не сможете. То есть вы принимаете ответственность на себя. На этом этапе самый распространенный вопрос, как предоставить доказательства, что мои спонсоры не нарушают и не будут нарушать иммиграционное законодательство Великобритании на момент нашего визита. Вот он. Этот пункт обязательно появится при наличии спонсоров. Для этого первое, я прикрепляю фотографии паспортов и пермитов моих британских друзей. Это подтверждает правомерность их нахождения в Великобритании. А также в спонсорском письме мы лично дописывали предложение, что они знакомы с иммиграционными законами и обязуются их не нарушать. Продолжаем анкету. Это еще этап, на котором мы до сих пор можем вернуться к своим ответам, нажав сверху на пункт Application. Последний этап перед оплатой – декларация. Прочитайте ее и поставьте галочку, что вы ознакомлены и подтверждаете и принимаете ответственность за ту правду, которую вы написали в своей анкете. А также подтверждаете, что если вы заполняете за себя, и вам больше 18 лет, либо вы заполняете за себя, и вам меньше 18 лет, вы родитель или законный опекун заявителя по анкете, или вы подтверждаете, что вы заполняете анкету за аппликанта. Далее мы переходим в раздел оплаты. И последнее, что стоит тут сделать, это выбрать длительность нашей визы, на которую мы подаемся. В общем случае для меня лично всегда было выгоднее брать полугодовую визу, потому что разница в ценах очень невелика. 4 полугодовые визы, это у нас получается 476 евро, а одна двухгодичная 451 евро. Ну, то есть, как бы особой выигрыша в цене мы не имеем, и к визам, которые более длительного срока, говорят так, что к ним относятся более придирчиво. Ну и вопрос, вы можете подать на визу двухгодичную, а дать вам могут 6 месяцев визу. И вернут или нет деньги, вот тут вот большой вопрос. Не знаю. Итак, нам подсказывают, что мы выбрали 6-месячную визу. Показывает, сколько она стоит. Если я буду подавать документы самостоятельно, без приорити сервиса, буду загружать их, сканировать сама и загружать на сайте визового центра, то мне этого достаточно, я могу оплатить их. И нам показывает, что внутри 15 рабочих дней после биометрии будет готова виза. Обратите внимание, 15 рабочих дней. Сейчас эти сроки затянуты до месяца, полутора даже месяцев, поэтому подавайте заранее. Последняя страничка перед оплатой. Нам все показывают здесь. И обратите здесь внимание, что после того, как вы нажмете на переход страницы оплаты, дальше вернуться уже к анкете вы не сможете. Если сейчас это еще возможно, вот вернуться к заявлению позже, вы можете выйти, потом войти, внести ваш email и ваш пароль, который вы придумали, и продолжить заполнять, то после вот этой вот кнопочки вы уже вернуться не сможете. Соответственно, решайте все сразу. Ну а после оплаты вы получите инструкцию о ваших дальнейших действиях на электронку, а также непосредственно здесь, вот в разделе «Дальнейшие действия». И там будет уже ссылка перехода на сайт визового центра для того, чтобы вы смогли забукать, забронировать время его посещения, сдачи вашей биометрии. Ну и плюс загрузить ваши отсканированные документы. Ну а у меня это все. Фух, до следующей встречи и с вас лайк. Я очень устала от этого ролика. Пока!